Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками, поддерживаете лайком, добрым, хорошим комментарием. Ну и, конечно, пытаетесь вдуматься в то, что происходит. Василий Вакаров на связи прямо сейчас. Василий Дмитриевич, приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте, Александр, доброе утро всем. Мы начнем наш разговор с события, да, но вот американского события, казалось бы, внутриамериканского события. Попрощались с Кирком, или, как правильно говорить, Кёрком, соратником. Причем из такого сенсационного Маск помирился с Трампом на этих похоронах, и журналисты во все это разгоняют. Действительно, он подсел, Трамп говорит, да, мы пообщались, все в порядке, но мы никогда и не ссорились. В общем, такая, знаете, очень, очень красивая история, да, примирения. Плюс красивая история прощения, когда выходит на трибуну супруга и говорит, я прощаю этого молодого парня. Я почему с этого начинаю? Потому что Белый дом сказал, что это там точка, да, там новая точка, поворотный момент. И на самом деле, вот ожидая вот эту неделю, какой она будет, мы тоже ожидаем некого поворотного момента, потому что в Америке Генассамблея ООН и, соответственно, у Зеленского большие ставки именно на эти события. Говорит, буду ехать встречаться с Трампом, пока непонятно, встретиться ли точно, но, судя по всему, да. Как вам видится? Ведь, по сути, многие как бы удивляются, но вот это прощание, оно превратилось в какую-то, ну не знаю, в какой-то митинг за Трампа. Так объединить сторонников, так, чтобы встречали криками США, США. Причем на таком мероприятии, где звучат аплодисменты, и у всех, наоборот, какой-то такой подъем, что ли, да, ну, с точки зрения поддержки. Как это отразится вообще на Америку, которая будет играть на этой неделе международной дипломатии? Что вы думаете по этому поводу? Ну, Александр, я, как и вы, мы все вот подвязаны, привязаны к этому, к этой ленте новостной. Мы все отслеживаем события в мире, пытаемся их анализировать, потом через синтез преломлять, что это значит для Украины там или для нас лично, для каждого из нас. Поэтому абсолютно, ну, справедливо я разделяю у вас посыл о том, что это действительно главное событие на сегодняшнее, и вчерашнее, естественно, и вообще важность того, что мы сейчас будем обсуждать, прежде всего, опять-таки вы четко определили, что мировая политика смещается в США, потому что Организация Объединенных Наций, при всей критике к ней, она существует, но нету пока что альтернативы, люди съезжаются мировые лидеры, поэтому топ-новости будут идти оттуда. Остановимся на вчерашнем событии, да. У меня есть приятели в Америке, политологи, политические эксперты, выходцы из Украины, из России, американцы. И я, естественно, прежде чем узнавать о каком-то событии, да, спрашиваю у них, какое их мнение. Причем люди разных политических симпатий. И вот что они говорят мне. Так дела устроены в Соединенных Штатах Америки, и вертикаль власти так устроена у них, что президент США, да, он царь и бог во внешней политике. Есть Конгресс, который может урезать его полномочия, но сейчас вот Трамп именно по всему спектру вот этих стыковочных отношениях, полномочий между Конгрессом и Трампом, и президентом США, Трамп играет почти по всему периметру. Он как бы дергает Конгресс. А вот здесь я могу, а вот здесь я не могу. Тут я перейду, тут я не перейду. Вот это то, что касается внешней политики. Оно нас очень интересует. Но вот вчерашнее событие и вообще в принципе, да, смерть вот этого молодого политика, молодого парня, да, убийство, не просто смерть, а убийство, это все-таки прежде всего внутренняя политика в Соединенных Штатах Америки. Здесь администрация Трампа и сам президент по Конституции Соединенных Штатов Америки ограничен действий. Его просто, ну, определенный штат, руководитель штата, губернатор может послать. Или можно сказать, я не буду выполнять твои поручения. То есть это не Украина, это не Россия, это не та власть, которая, знаете, вот вертикальная, что Зеленский сказал, то Украине и будет. Такого нету. Поэтому если исходить из этой точки зрения американцев, вот вчерашнее событие – это сплочение американцев, именно вот это сплочение американцев, которое произошло на фоне убийства, причем убийства молодого лидера
Ему, кстати, очень многие, даже некоторые мои знакомые говорили, что он мог запросто быть в будущем президентом страны или, по крайней мере, одним из руководителей. То есть это личность не просто, знаете, незаурядная личность. Это человек, который работал на избирательной кампании Трампа, и он во многом предопределил исход. Имеется в виду, голоса молодых ребят, вот студентов, молодежи, да, были отданы Трампу именно прежде всего через вот этого вот убиенного молодого парня. Поэтому, исходя из этой точки, если мы отталкиваемся, шоу, которое было вчера, это же, понимаете, вы правильно заметили, это съезд, это какое-то вот шоу, это какой-то концерт, митинг, и все было направлено на что? На то, чтобы консолидироваться вокруг президента страны. Вот такие тяжелые моменты для государства, для страны, для народа. Нужно что? Консолидироваться. И это произошло у нас на глазах, мы это все видели. Да, там шоу по-своему, не было похоронных каких-то процессий, но это уже часть культуры. Потому что это не просто похороны, это на этом событии, на этом мероприятии, давайте отметим, были все. Был президент, был вице-президент, был Карсон, был значит, глава Госдепартамента, тот же Маск пришел. То есть, ну, конечно, супруга. Ну, роль супруги убиенного, она вообще определяющая, потому что то, что молодая женщина, мать, упокоила только что вот душу своего супруга, и она говорит, я прощаю, потому что Иисус Христос бы простил. Представляете? То есть для консервативной, для разной Америки вот это вот консерватизм, вот эта вот определенность, четкость понятия, но это выше всего, это даже выше любой идеи, потому что это вера. Вера в Иисуса, и она говорит, я как Иисус прощаю. Поэтому очень много таких аспектов. Но вот в завершении я скажу свое личное мнение. Конечно же, Трамп все использует в свою пользу. Он, с моей точки зрения, я не знаю, как он закончит как президент, но вот как человек пиара, как пиарщик, мне кажется, он номер один в мире. То есть он может так все обыгрывать, он может так все подавать, что, ну, действительно, люди, которые могут критиковать его, все равно вынуждены соглашаться с тем, что да, может, умен. И вот теперь вывод главный. А поведет ли он нацию за собой? Мы с вами понимаем, как прагматики, что выборы в США не за горами. Через год выборы в Сенат, в Конгресс. Может, чаша весов балансирует, да, имеется в виду власть между республиканскими демократами. И вот кто победит, за теми дальше будет будущее. И вот за выборы, именно за выборы с точки зрения ответственности, отвечает Ди Венс. Джей Ди Венс, вице-президент. Он ездит по Европе, он ездил в Британию ранее, он ездит по миру. Прежде всего, он собирает деньги для того, чтобы, значит, избирательная кампания прошла удачно. И, во-вторых, он занимается тем, что называется внутренняя политика. Он отстраивает избирательное поле. У них там меняются округа, это тоже знакомо нам по Украине, да, перед выборами поменять округа. Где больше симпатиков, значит, надо эти округа перерезать или переделить. Он давит на то, что называется внутренняя оппозиция. То есть это работа Венса. И вот мне кажется, что эта пара использовала все вот это все мероприятие просто большой пользой для себя, для выстраивания партийной линии, вот то, что называется консервативные республиканцы, выстроились в одну линию перед вот этими вот избирательной кампанией, которая стартует уже сейчас, а будет следующей осенью следующего года. В Америке вот эта Генассамблея, на самом деле, давайте будем откровенны, почему-то самая главная интрига и самое главное ожидание, они вообще не связаны с Украиной. Самое главное ожидание – это признание палестинского государства. Ряд стран уже вышли с громкими, достаточно сильными, мощными посылами
Макрон, Стармер, ну, Британия, в общем, вся вот эта, скажем так, да, и Австралия, то есть Да. многие другие страны. Израиль резко критикует, говорит, мы сотрем газу в порошок, мы вообще поднимаем вопрос о суверенитете Самарии, ну, в общем, территории, да, территории на этом клочке земли, поэтому, в общем, так не будет, идет жесткая конфронтация, и, по идее, что-то должны, ну, как бы обсудить и что-то глобально решить по этой войне, по войне Израиля и Газа, Израиля и Хамас. Предложения там понятны со стороны, условно так берем в кавычки, цивилизованного Запада, это провести выборы в 26 году, исключить Хамас, ну, чтобы их не было вообще, просто люди, просто выборы, просто государство, согласно там 60-х годов, когда принято было, вот, и назвать это Палестиной, и пускай будет. Израиль против, США поддерживает Израиль. И вот здесь главное испытание гегемона. То есть Трамп, достаточно получивший инъекцию серьезной внутренней поддержки в связи с теми трагическими событиями, которые мы обсудили, он должен принимать решение. Последнее его заявление по поводу Газы демонстрирует, что он несколько колеблется. В каком плане? Мол, мы, США, разберемся, что там вообще происходит. А тут же смысл в чем? Уничтожение народа, изгнание народа, и, ну, собственно, такая агрессия, агрессивная позиция Израиля. И США, как союзник Израиля, всецело его поддерживает, но тут, кажется, лед может тронуться в отношении вот этого палестинского государства. Украину тема Палестины задвигает вообще в долгий ящик. Но Зеленский говорит, вот мы ждем 20 встреч, уже назначили, вот там вот все будет потужно, будет мощно, будет очень и очень. А получится для Украины пшик, потому что все внимание будет на Израиле и на Палестине. Как вам кажется? Привет, Саша. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки очень сильно израильское лобби или еврейское лобби. Но это лобби, если на поверхности смотреть, да, поверхностно, вроде бы как кажется, что там вот много израильтян, они богатые люди, они и раньше управляли финансами, сейчас их допустили к политике. Это все верно. Но на самом деле есть лобби республиканский, евреев, и есть лобби демократические. Это разные лобби. Они между собой грызутся порой так, как вот у нас там в Киеве, да, там Порошенко с Зеленским, ну, условно, или еще кто-то, да, поэтому не все так гладко, не все так гладко. Но, тем не менее, в общем и целом, конечно же, лобби работает, и самые сильные соглашения, именно военные, с точки зрения военных гарантий, это у Израиля и Соединенных Штатов Америки. Это правда. Теперь касательно Трампа и Нетаньяху. Они оба консерваторы, у них то, что называется общая химия, они друг друга понимают, это тоже так есть. Но при вот этой кажущейся симпатии, взаимопонимании, в последнее время Трамп очень сильно ругается с Нетаньяху. Даже в прессе было написано о том, что чуть ли не кричит иногда Трамп на Нетаньяху за его действия. Здесь разный момент. Дело в том, что да, у Трампа сильные позиции, у Трампа есть будущее в Соединенных Штатах Америки, а вот у Нетаньяху совершенно другая ситуация. И здесь вот этот личностный фактор Нетаньяху, вот он играет главную роль. Почему? Потому что создание палестинского государства для Нетаньяху – это смерть. Мало того, не просто для него лично, а многие люди, скажем, и мои знакомые, которые работают, политические эксперты в Израиле, они говорят, что это, возможно, смерть для государства Израиля. Поэтому, говорит, мы не будем отступать. Мы здесь вот будем биться, мы против создания палестинского государства. Теперь Европа и то, что мир остальной, Канада признала, Великобритания, Австралия, Франция, да. Что это значит? Понимаете, Александр, для нас, вот, граждан Украины, выходцев из Украины, это очень болезненное, но мы через себя можем это воспринять. Да? Что я имею в виду? Когда в стране все плохо, когда Палестина до последнего момента они поддерживали Израиль. Теперь как тот же Арнер, тот же Макрон, что палестинского государства почти что нет, да, они вдруг забили в колокола, мол, вот мы хотим, мы давайте, значит, поддержим.
То есть поддержать... чем же они занимались ранее? Что они не видели эти смерти, что они не видели эти убийства? То есть, знаете, сначала они помогают Израилю, теперь вот последний шанс, там, Соломенко говорят, не-не, давайте мы поддержим Палестину. Это игра, это, к сожалению, игра против миллионов людей. Да, надо отметить, что последние митинги, протесты во Франции, в Британии, безусловно, палестинцев и людей, которые, ну, слушайте, если уже есть определение, что это геноцид, и не одна страна это сказала, и улица давит, и вот это давление улицы, оно заставляет вот этих вот циников, руководителей стран, которых я перечислил, признать Палестину, поиграть судьбой палестинского народа. А на самом-то деле игра не закончена. И само признание без того, что Соединенные Штаты Америки признают, да, оно будет мифическое. Ну, такое, знаете, невсамделишное. А в этом невсамделишности есть один такой момент серьезный, да. А вот что произойдет? Вот что произойдет, если проголосуют, если Организация Объединенных Наций проголосует, а дальше Соединенные Штаты Америки скажут, а мы против. Ну и что? Это вот, знаете, а давайте, как говорит Урсула фон дер Ляйен, а давайте, говорит, мы вот о своей безопасности подумаем, Евросоюза. Мы должны как-то автоматизироваться от Соединенных Штатов Америки. Должны выстроить свою какую-то политику. Но какую, извините, политику может делать сейчас Европейский Союз на этом фоне? Мое личное мнение таково, что, к сожалению, политики, особенно западные политики, Канады, той же Австралии, заигрались, и они не хотят признать государство в реальности, государство Палестины. Они вынуждены это делать, но они не сделают. Они будут играть, знаете, вот лицо, сохранить лицо при плохой игре. Да, мы за, но на самом-то деле все смотрят в рот Соединенным Штатам Америки и говорят, а вы как будете? И вот это, а вы как будете, поскольку вы затронули тему и Украины, да, я с вами согласен в том, что тема Украины, она уходит на третий план. Даже на четвертый, потому что есть еще отношения Китая с Соединенными Штатами Америки, там идут переговоры. Ну, остановимся пока на Украине, поскольку вы это затронули. Зеленский провел заседание фракции. На заседание фракции пришло столько людей, сколько пришло, кто-то говорит 150 человек, кто-то 130, ну, в общем, пришли депутаты, и что он им рассказал? Что сказал Зеленский по существу? Он говорит, у нас сейчас в Украине такая позиция, где мы находимся? Мы стоим, вот фронт стоит, вооруженные силы Украины стоят, да, Российская Федерация нападает, давит, но мы не отступаем. То есть Россия не побеждает, а мы не проигрываем. Вот такую картину нарисовал Зеленский своим коллегам-депутатам. А я напомню, что «Слуги народа» – это же его политическая сила, на нее он опирается. Дальше, получив неприятные вопросы, он дал такой ответ. Знаете, давайте соберемся там с 6 по 10 октября, вот типа, знаешь, как на футболе. Вот первый тайм мы отыграли, вот сейчас будет перерыв, потом второй тайм. И во втором тайме мы разберемся. Возможно, говорит Зеленский, нам придется принимать тяжелые решения. Что значит тяжелые решения? Какие это тяжелые решения, да? Ну, кроме того, мы видим там поездку Зеленского на Донбасс или типа поездка. Мы видим эти пиарные вещи, которые происходят, да? Ну, и на фоне всего прочего Зеленский, естественно, использовал вот эти беспилотники в Польше, самолеты в Эстонии. Он все время задирается, давайте бомбить Россию, давайте, ну, втягивает страны в Третью мировую войну. И вот на этом фоне он едет, значит, на Генассамблею, где будут встречи. Встречи о ком, с кем? Продолжая футбольную терминологию, этот перерыв использует Зеленский, попытается использовать в одном ключе. Дайте нам гарантии. Зеленский будет говорить, дайте нам гарантии. Гарантии с Евросоюзом он проиграл. Вернее, я так назову, Евросоюз пока что кинул Украину с гарантиями, потому что никакого вступления Украины в Европейский Союз нету. Даже начала движения серьезного нету. А напомню, что Зеленский в качестве гарантий просит две вещи. Это вступление Украины в ЕС и второе, значит, оружие Соединенных Штатов Америки.
пообещал даже 100 миллиардов. Я уже упоминал Дивенса, вице-президента Соединенных Штатов Америки, и здесь хочу заострить внимание, отвечая на ваш вопрос, что 24 августа Дивенс сказал, он давал интервью свое, это месяц тому назад, и он сказал, мы, Соединенные Штаты Америки, отказываемся от войны, мы уходим из войны, начинается мирный процесс. Этот мирный процесс пока что будет проходить, под военными действиями, к сожалению. Но я думаю, говорит Венс, что в течение 3-6 месяцев это закончится. Итак, Венс сказал, Соединенные Штаты Америки хотят закончить войну или военный конфликт на Украине через 6 месяцев. Больше у нас времени нету. Второе. Хорошо, говорит Венс, даты определили, сроки определили, это я уже интерпретирую. А вот теперь вопрос в том, а что мешает? Что мешает Украине и России достичь соглашения? Он говорит, два вопроса. Все свелось к двум вопросам. О гарантиях мы уже поговорили. А теперь второй вопрос. Это территории. Он говорит, Россия хочет получить территорию всего Донбасса. Сейчас 80% Россия контролирует, надо еще 20%. И тогда, без войны, без потерь, вот он говорит, Россия этого хочет, а Украина не отдает. Вот это стержневой или, как говорят у нас, коренной вопрос. Да? Европейский Союз не дал гарантий. Соединенные Штаты Америки, да, они сказали, пожалуйста, мы, готовы поставлять оружие, давайте деньги. Но вопрос в том, Саша, что Соединенные Штаты Америки, если посмотреть чуть-чуть глубже, там есть вот эти две компании, которые самые мощные по производству оружия. Там уже очередь стоит. Израиль хочет оружие, Тайвань хочет оружие, Европейский Союз, отдельно Британия и отдельно хочет Пентагон. Поэтому Украина встраивается в эту очередь, да, и будут поставлять оружие, через Европу. Но это когда? И получается такая картина, что Украине на сегодняшний день гарантий никто не дает. Озвучивает, подписывает что-то, но реальных гарантий нет. А если нет реальных гарантий, тогда Зеленский должен использовать эту площадку с одной целью. Хорошо, если вы мне гарантии не даете, а давите на меня, чтобы я вернул территорию России, что же вы мне даете? Что я должен получить? Тогда станет один вопрос. Вопрос будет гарантии для самого Зеленского. И если Зеленский получит гарантии лично для себя, тогда он вернется в Киев, соберет депутатов и скажет, что у меня для вас плохая новость. Гарантий никаких нету для страны, но шансы, что я стану там президентом, вы со мной пойдете в Верховную Раду, то есть мы еще какое-то время протянем. Вот зачем ему нужна эта поездка и переговоры. Зеленский хочет, и он вынужден, такая ситуация вокруг него сложилась, получить гарантии. И использовать вот этот период времени, который обозначил Дивенс, там 3 или 6 месяцев, для того, чтобы вырулить в плане сохранения лично своей власти и власти для его окружения. Знаете, тут вспоминают, когда речь заходит о гарантиях, вспоминают два момента. Момент первый, так были же гарантии безопасности, кучу подписали, да, там 20 с лишним стран. Это сразу это вспоминают. Плюс ратифицировали договор с Британией, 100-летний, между прочим. Чего там в этом договоре, какие секретные пункты, непонятно, но тема гарантии безопасности в него вплетена. И, мол, говорит, смотрите, британцы будут нам давать фунты стерлинги, а мы вот это вот тоже, там есть секретные пункты, поэтому Россия, бойся, вот эти Storm Shadow там полетят, и, в общем, будем делать, скажем так, больно России. Обостряется же ситуация на фронте на фоне этого всего. Как вам кажется, это последнее вот такое обострение? И главный-то вопрос, последний имеется в виду перед разрядкой определенной, которую почувствуют все. Зеленский же четко сказал, у меня два плана. План А – это закончить в этом году, это вкладывается вполне в эти полгода, о которых вы вспомнили, сказал Венс, это вкладывается вообще, да и мне почему-то кажется, что будут завершать до конца года. Почему я так предполагаю, почему я делаю такие расчеты? Потому что на следующий год это будет катастрофа. Этой катастрофы нельзя допустить. Тем более уже
с подписанными столетними соглашениями, с разработкой недр, которая сейчас идет в двух уже точках в Украине, там Кировоградская область, еще там одна область. В общем, две точки уже приехали люди, вложили денежку в этот фонд американский. Ну, все понимают, что проекты рисуют, какие-то там заводы. Этого никто не делает, когда бомбят. Вот смысл, например, строить какой-то, ну там, ГОФ, например, горно-обогатительную фабрику или какой-то такой объект по добыче чего-либо, если вот склад АТБ в Днепре после массированной атаки по Днепропетровской области, да, то есть вот вынесли его. До этого, неделю назад, вынесли логистический центр эпицентра. Все говорят, ну эпицентр АТБ, понятно, там чего-то завозили, новая почта как-то вот под прикрытием. Смотрите, окей, завозили, не завозили, мы не знаем. Мы с вами, ну, как бы не специалисты в этих вопросах, хотя действительно маскируют и под новую почту, Конечно. маскируют и все. Это убытки для бизнеса. То есть убытки будут кратно в следующем году при продолжении боевых действий превышать любые доходы всех. Ну, то есть всех. Кроме, возможно, вот этой верхушки, которая распределяет вот эту помощь и сейчас вот играет с этим бюджетом. Поэтому 26 год, если все продолжится, и более того, будет нарастать. Сейчас же уже беспилотников и дронов 1000 за раз. 1000. Они же куда-то прилетают, куда-то попадают, что-то взрывают, ущерб наносят. В общем, моя логика в том, что в 26 году будут непоправимые как бы, ущербы для всех в ходе этой войны. Я имею в виду в Украине. Поэтому нужно заканчивать. Но у него это план А. А план Б это дайте 120 миллиардов. Ну, 60 бюджет Украины и 120 миллиардов. И вот здесь возникает важнейший момент. То есть гарантий вроде как никаких. Да? А перспективы очень и очень плачевны. Ну так, а почему не дают Зеленскому этих персональных гарантий? Я так понял из вашего ответа предыдущего, что лично ему никто ничего не обещал. Как так? Я начну ответ с позиции Великобритании, вот этот столетний контракт. Что по факту получилось, пока что по факту? В Киев приехала министр иностранных дел, бывшая министр внутренних дел, теперь министр иностранных дел. Она первую поездку совершила в Киев, встретилась с Зеленским. И что она там анонсировала? Она сказала, что через пару дней уходящий из должности глава Ми-6, господин Мур, значит, расскажет о новых способах работы внешней разведки, значит, Британии. Я так заинтересовался, послушал, потом через пару дней действительно Мур приехал в Стамбул, и презентовал он там новую, секретную, но общедоступную через YouTube программу, да, целью которой есть вербовка, шпионов будут набирать британцы. Причем шпионов будут набирать среди россиян, в Турции, потому что Турция, там очень много русских отдыхает. Перед этим он был в Праге. Ну, в общем, он, как британец, искренне, вы знаете, цинично на весь мир говорит, мы будем набирать новых шпионов. Вот есть там система Darknet в интернете, вот мы там, короче, мы все расскажем, а вы приходите к нам. Никакой, значит, верификации не будет, мы вам гарантируем. Главное шпионить. А зачем шпионить? А затем говорить, что вы знаете, мы не знаем, Россия победит на поле боя или мы ее победим, непонятно. Но на всякий случай мы должны готовиться дальше противостоять России, поэтому нам нужно очень много шпионов. Для чего? Для того, чтобы взорвать Россию изнутри. Ну, черным по белому. Хорошо. А в Киеве, вот куда приехала глава МИД, в Киеве, где работает посольство Британии, и не только Британии, и американские, как вот человек, который со стороны слушает главу Ми-6, слушает главу МИДа, думает, подождите, а на Украине чем занимается Ми-6? Не шпионом они? Не вербовкой своих людей? Да, конечно же. А в других странах, ну, понятно, этим и занимается. Так вот, что мы не знаем с вами, вы четко сказали, есть вот в этом столетнем соглашении между Британией и Украиной секретные протоколы. Мы их, может быть, узнаем.
но уже явно 100 лет, 50 лет, 20 лет, для того, чтобы, сколько нам дадут, будет возможность, для того, чтобы сделать больно, расшатать, уничтожить Российскую Федерацию. Россия для нас враг. Вот в чем, собственно говоря, смысл, ну, по крайней мере, без всякой конспирологии, вот в чем смысл этого столетнего соглашения. Да? Мы должны постоянно быть головной болью для России. Цель – уничтожить Россию. Как вы думаете, а Россия, вот люди в России не слышат это? Понятно, слышат. Россия, что нету разведки, нету... Понятно? И все готовятся, в том числе в Российской Федерации, готовятся к противостоянию с той же Британией, с той же Европой. То есть Россия готовится. Теперь, что касается денег. Да, война, сроки и деньги. И на Украине, и в Америке, и в России везде считают. Везде сидят люди и просчитывают. Просчитывают экономику, потому что если война идет на истощение, то истощение можно добиться двумя способами. Да? Это уничтожить противника экономически, то есть нанести ему вред, или сточить его население. Ну, вот так же. Вот все знают, все считают. И вот совершенно четко вы обратили внимание на вот этот фонд, который начал работать, американский. Новый премьер-министр Украины, она же была в теме. Она, собственно говоря, тот человек, который от имени Украины был в теме, разбирался, подписал эти соглашения. И за это она получила что? Должность премьер-министра Украины. Вот, пожалуйста, четкая работа. Она анонсировала, что вот вложили туда по 75 миллионов долларов, и это нужно защищать. Понятно, американцы будут свое защищать. Украина сделала то, что ей приказали. И вот тут два события на одной неделе. Заработал инвестиционный фонд, и Украина получила вот этот вот 100-летний контракт. Так выглядит, Саш, это мне кажется, что... И это все было во время приезда Трампа в Британию. Мне кажется, что Лондон получил бразды правления. То есть, знаете, Соединенные Штаты Америки говорят, мы сбоку, мы далеко, у нас стратегия, мы, значит, миротворцы, но мы зарабатываем на поставках оружия для Украины, Европа платит. А вот кто за это будет отвечать в Европе? Кто будет оператором? Так вот, бразды правления и договор подряда Соединенные Штаты Америки передали Лондону. То есть Лондон теперь отвечает за то, что будет происходить на Украине. Не США. США все, они в домике, у них бизнес, у них есть контракт, они будут зарабатывать. Что будет делать Лондон? Шпионить и заставлять тех людей на Украине, кто будет сопротивляться, политиков, политических сил, ставить стойло, убирать, сносить, делать выборы. Кстати, не случайно же месяц тому назад Британия сказала, что мы готовы обеспечить на Украине проведение выборов, мы деньги дадим. Ну так оно вот все выглядит. Теперь вопрос только последний. А что будет делать Европейский Союз, в том числе отдельно Германия, отдельно Франция? Они же в начале, когда Байден начал вот эту прокси-войну, они же вписались в это дело. И теперь в Европе видят, Америка свое получила, Британия получила гарантии. А что же Европейскому Союзу, что вот немцам, что французам? Где они здесь? Этот вопрос, он очень серьезный, потому что именно Европа на сегодняшний день, то есть Англия говорит, Англия шпионит, а Европа пытается впрячься в то, что называется конфликт с Россией. Вот это вот, давайте будем сбивать российские самолеты, давайте будем сбивать, значит, на территории Украины дроны. Это что? Это именно риторика втягивания в дальнейший конфликт. И вот здесь четко вот раздел, отвечая на ваш вопрос. Эскалация будет или все-таки оно завершится там, до конца этого года, либо первый квартал следующего? Мы просто определили с вами, США, им отдали роль посредников. Окей, конечно же, они не посредники, но им отдали. Как-никак, все-таки переговорный процесс идет, мы его видим, стороны спорят, но это было организовано при Трампе. При Байдене такого не было. Мы видим роль Лондона, понятную, и теперь остается важный момент. А так кто вообще против этого всего? Ну так выглядит, что против Германия, против Франция, против, конечно, Европейский Союз, как бюрократ. Вот здесь самое главное, условно говоря, зло, вот эти вот конкретные люди и конкретные структуры, они хотят продолжения конфликта. Естественно, Россия будет отвечать,
она отвечает, она есть заявление, есть в этом вашем большом вопросе был еще один маленький. Единственный, на него отвечаю, единственный человек, кто может дать гарантии Зеленскому, это Владимир Владимирович Путин. Вот если каким-то образом, прямо или опосредованно, Владимир Путин скажет, ладно, пусть живет, условно говоря, это моя интерпретация, я нигде этого не слышал, тогда это и будут гарантии лично Зеленскому. Мало того, если все уперлось в тему обмен территориями и получение каких-то гарантий, ведь гарантии есть внешние, а есть внутренние. Внутренние гарантии для Украины тоже Зеленский обозначил. Это ВСУ в таком составе, в таком качестве, в таком количестве, это сила безопасности. И вообще вот, Украина остается как государство. Почему Зеленский так хотел встретиться с Путиным? Потому чтобы получить эти гарантии. Но когда Россия поняла эту игру и переиграла Зеленского, Путин сказал, приезжай в Москву, мы с вами об этом говорили, но почему-то Зеленский отказался, понятное дело, почему. Но суть в этой игре простая. Если и как Зеленский получит гарантии от Российской Федерации, можно не называть все раз Путина, да, вот тогда эта ситуация и разрушится. Иначе не будет гарантий. Для Украины, возможно, будут, и ситуация может затягиваться. А вот гарантии не получит Зеленский, он просто будет вынужден уйти из политической сцены. Вот мой прогноз, и вот как бы я ответил на вот ваш вот этот очень важный вопрос. Куда уйти, Василий Дмитриевич? Пути назад уже, похоже, нет. А куда? Слушайте, Ростов тоже не этот самый... не поместит всех. Да, есть этот Янукович, есть Азаров, есть руководитель Сирии. Может быть, какую-то там комнатку Зеленскому выделят, но на самом деле сущностный вопрос для Украины сейчас и для украинцев, да, это то, что так Зеленский, он как человек, да, у него сроки просрочены, но он держит бразды управления пока он нужен как игрок для вот этих людей и этих стран, которые вписались в войну. Если США отваливается, Британия будет руководить, а недовольны Европейский Союз и страны отдельные, значит, с ними кто-то должен либо поговорить, либо убедить их. Если они не договариваются с Россией, и они не хотят договариваться, да, ни немцы, ни французы, ни Брюссель тем более, тогда это могут сделать два человека, договорившись с Россией. Это Дональд Трамп, что он и делает, потому что переговоры между Россией и США идут. Либо это третья страна, давайте втянем сюда Китай, потому что, почему втянем? Китай на самом деле игрок, член Совбеза ООН, и у Китая с Россией достаточно прочные и хорошие отношения. Внутри страны происходят... Китай... Да, внутри страны происходят на этом фоне такие... Я единственное, Саша, хотел... Да, пожалуйста. Я просто хотел уточнить вот что, чтобы завершить этот вопрос, да. Скажите, пожалуйста, а Си Цзиньпинь берет трубку на Зеленского? У них вообще был хоть один раз разговор? За все это время конфликта как надо было умудриться, чтобы поссориться с Китаем, продолжать с ним ссориться. То есть страна, которая может быть действительно гарантом, или, по крайней мере, в составе гарантов, да, и с ней Зеленский поругался, и с ней нету отношений. Что теперь, спасибо он же как говорит, типа, то, мне не нужны мне гарантии от Китая, это все, они поставляют, они помогают России, это там чуть ли не враги, открыто не может называть, но, в принципе, делает прозрачные намеки. Я о внутренней ситуации в Украине хотел бы поговорить. Понимаете, в чем дело? Кажется, что спасать нечего уже. Условно, я имею в виду не основные, а дополнительные требования, которые требует Россия, чтобы были учтены на вот этих переговорах.
Это все ложится в эти все формулировки денацификация, да, там демилитаризация. Ну вот если проще, русский язык, да, церковь. То есть, кажется, вот когда к этому придут, уже нечего будет спасать, понимаете? То есть, или каким-то образом влиять. Жуткие скандалы вокруг языка. Они как вот, у меня такое ощущение даже складывается, что кто-то где-то сидит ну вот прям дирижирует этим процессом. Вот прям как специально находят какую-нибудь безумную тетку, которая на детей в поезде кричит, как специально подначивают каких-нибудь там ведущих телеканалов «Эспрессо», которые записывают видеообращения, как вот этих там учителей выстраивают с табличками, что типа «мова– это оружие», да, и давайте вот, как этих депутатов кто-то подначивает, говорит, ой, елки-палки, Львов русифицируется. Надо что-то с этим делать. Ну почему русифицируется? Потому что люди, война идет на Запад, люди собирают свои пожитки, все, что у них Конечно, есть, и едут да. тоже на Запад. Потому что тут тоже такой момент, понимаете, там уезжать или там рекомендуют все, уезжайте из Украины. Да ну как из Украины уедешь? Многие не хотят уезжать из Украины, и они, думая, что они живут в єдиній країні, которая там борется с одвічным ворогом, они перемещаются условно из Днепропетровской области в какую-нибудь Тернопольскую и думают, что в принципе вот так примерно и живут там люди. Да. А потом сталкиваются с реальностью и понимают, что там люди живут по-другому. И у них немножко ну, как другое отношение ко всему происходящему, и начинаются внутри вот эти конфликты. А якою мовою, а почему ты не воюешь, а почему тот воюет, а вот здесь, ну и начинается вот эта история. То есть мы же, ну, на таком достаточно серьезном этапе вот этого большого социального последствия войны, я не хочу сказать взрыва, там, надлома. Нет, это такие громкие метафоры, но очень серьезное бурление внутри в обществе. Понятно, что вытравит это все, переплавит. Но 28 миллионов человек, которые посчитали, и то как посчитали, заложили в бюджет. А там поди знай, сколько этих людей в Украине, на территории подконтрольной Мгм. Киеву. Это ведь тоже, чем меньше количество, тем эти процессы как более яркие. Вот я к чему привожу этот аргумент. А, Как вы думаете, на самом деле, вот получится ли, и такой достаточно философский и тяжелый вопрос, а есть ли фигура, идея, ну, посыл какой-то, да, предложение у элиты, чтобы это привело к какому-то варианту согласия? Или нагнуть условно русскоязычного, это и будет, ну, как бы согласием, что все согласятся вот с вот этими правилами жизни. А, Саша, вот такой мудрый вопрос задали. Вы задали вопрос о будущем, какое возможно, и переходной период к будущему. Ну, я его так для себя разложил, да? А, Знаете, самая главная ошибка политиков украинских, элиты, с позволения сказать, в том, что и до войны, когда еще была антитеррористическая операция, в общем, весь этот период времени на Украине навязывалась идея, и нас сравнивали с Израилем. Вот Украина– это Израиль. Мы должны построить у себя Израиль. Мы должны, значит, нацию выстроить таким образом и вооружить ее, чтобы она воевала за свою независимость столько, сколько нужно, столетиями. То есть вот такая идея, знаете, вот она, то она затухала, то ее потом снова поднимали, там, трусили по-новому. Я просто хочу сказать, что если Украина хочет и украинцы задуматься о своем будущем реально, нужно поставить себя на место Палестины. Нужно говорить не о том, что Украина– это Израиль, а вот Украина– это Палестина. Мы с вами с самого начала сегодня эту проблему обсуждали, да, эфира. Так вот, если украинцы поймут, что вот Палестина, которую стирают с лица земли, где проводится геноцид населения мирного, на Украине еще такого нету. Да? Есть бои, есть ракеты, есть беспилотники, которые летят на территорию Украины. Но есть такие же беспилотники, которые Украина отпускает на территорию России. Крым недавно отутюжили, нефтеперерабатывающие заводы, почти каждый день беспилотники, значит, попадают по территории, ну, на территории России, да. То есть это война обоюдная. И вот
Украина, если украинцы подумают, что они Палестина, станет тогда нормальный вопрос. А мир реально поймет проблему Украины? Мир реально протянет руку помощи, или это мнимость, это игра в признание Палестины, непризнание, она будет касаться и украинцев, да, на протяжении длительного периода времени, пока, еще раз говорю, пока либо экономика не ляжет, или люди не истощатся, а может быть и то, и то. И вот если задуматься с этой точки зрения, что нужно искать способы спасения, окончания войны – это еще не все. После окончания войны начнется мирная жизнь. И я еще не знаю, насколько касты, которые есть на Украине, которые называют себя элитой, насколько они будут рвать друг другу горло, насколько начнется передел собственности, да, наказание виновных. Значит, мы можем погрузиться, Саша, в такую внутриусобную или внутригражданскую войну, да, а Украина имела опыты раньше в историческом прошлом, что, понимаете, когда разрывает страну изнутри, это самое страшное. Это мы можем прийти в период руины, в которой мы жили, и на десятилетия погрузиться в мрак. Если исходить из этих рисков, что такое может быть, тогда станет вопрос. Слушайте, а в чем причины того, что сейчас происходит на Украине? В чем причины? Нет. Понятно, що ляхи погані, москалі погані, евреи там, кстати, с Новым годом сегодня всех, кто отмечает Рош Хашана, всех евреев, да, свет радости, красы, здоровья всем. Слушайте, нас наверняка смотрят и евреи. Поэтому, так вот, это понятно, что все вокруг враги для украинцев, да, но можно начать вопрос с себя, вот внутри. Вот украинцы, а мы кто? И тогда вопрос языка. Так ты разговариваешь на русском? Ну и что? Ты русскоязычный украинец? Хорошо. Ты разговариваешь на венгерском? Окей. Ты на румынском? Ради бога. Ты на болгарском? Да какие вопросы? А вообще ты на суржике разговариваешь? На любом можно в Киевской разговаривать. области. Можно на любом разговаривать, вот, кроме русского. Вы же понимаете, вот. в чем? А теперь, Саш, это же... Я почему говорю, что когда-то мы ненавидели поляков, когда-то венгров, сейчас у нас ненависть к русским. Слушайте, если огромный процент людей, треть, четверть, я не знаю сейчас какой процент, разговаривают на русском языке, это их родной язык. Чего вы к ним лезете? Если миллионы людей ходят в Украинскую православную церковь, они христиане восточного обряда, чего вы к ним лезете? Вы хотите быть верующими в греко-католической церкви? Да, пожалуйста, хотите приходы, живите, давайте сосуществовать. А если сейчас во всем виноват русский язык, даже не русскоговорящий, а русский язык. Не дай бог вывесить что-то на русском языке. Я недавно смотрел, где-то мне попалось видео, что в Ровно какой-то парень, вывесил белье, да, вот на балконе, и там, значит, полотенце было. Ну, видимо, парень купил его, я не знаю, или он служил. И на полотенце, значит, русский флот, российский флот, там подводники и так далее, и символ России. Там целая патрульная служба приехала в Ровно снимать вот это видео и разбираться, что же это такой парень, значит, он повесил полотенце, значит, с символикой России. А вот эти вот, то, что вы говорите, кто-то специально вбрасывает, как будто показывает, это, Саша, называется информационная война внутри Украины. Это есть такое управление в администрации президента, ну или в офисе президента. Сидят чиновники, которые с утра до ночи, каждый день за наши с вами деньги, за деньги налогоплательщиков Украины думают над тем, как вот в этой информационной войне сделать вот такие штишки. Кто-то должен в вагоне спорить с людьми русскоязычными, кто-то должен омбудсменов это во Львове пускать, кто-то должен в Тернополе. Это называется политика. Это называется политика, которую власть на сегодняшний день продолжает осуществлять. Власть осуществляет политику для того, чтобы разделить и дальше общество. Обозначили виновных русский язык, обозначили виновных памятники имперцам и так дальше, обозначили виновных Украинскую православную церковь. Вот, пожалуйста, ату их, ату, туда. Теперь смотрите, очень важный момент, почему тяжелый вопрос. А кто это осуществляет? Политики пришли к власти, мы их избрали или они сами пришли. Но исполняют же это люди на местах, то, что называется. Я вижу, как с каким остервенелым лицами
люди ломают, значит, храмы, дверь в храм, как они избивают священников. Это исполнители, которые живут в нашем обществе. Сколько их? То есть кто они, сколько их? Я так думаю, когда-то, когда я учился в Академии госуправления, то еще правильной, да, в Киеве, нам давали статистику. Ну, мы изучали предмет достаточно глубоко, и нам было сказано, что около 20% украинцев не верят сами себе. То есть, представляете, каждый пятый украинец, житель Украины, не верит сам себе. Он не знает, кому верить, как быть. Теперь этим украинцам, части из них, для того, чтобы они, значит, стали силой или против них силу, их растащили, да, нашлось, ну, я так прикидывал, считал, с той старой информации сейчас, что около 700-800, ну хорошо, миллион украинцев или миллион граждан Украины, которых власть на сегодняшний день сбуртувала, вот они рулят всеми остальными десятками миллионами. 28, 26, 18, никто не знает точно, 22. Но есть вот этот вот небольшой процент, я говорю, около миллиона украинцев, которые держат всю страну в страхе, которые вот ломают храмы, которые уничтожают все, что связывает с культурой. Вот с этими людьми, знаете, с властью достаточно легко разобраться, ее надо сместить. Я за то, чтобы ее снесли демократическим путем. Пусть будут выборы тяжелые, пусть второй раз будут выборы, нежели военным переворотом. Не надо нам этой крови. А вот дальше, как мы будем существовать с этими миллионами людей, которые вот исполняли всю эту функцию, всю эту роль? Да Здесь никак не будем, тяжелейший вопрос, подождите. потому Ну, в что... смысле, очень простой вопрос. Этот миллион, обслуживающий власть, элиты, ну, условно, золотой миллион Украины, я имею в виду, я понимаю, о чем вы, чиновники, правоохранители, все, кто выполняет вот эту всю функцию, плюс какие-то Да, активисты, да, организации, да. он будет служить точно так же новой власти. Ну, мы же привыкли к этому в российской, скажем так, в противостоянии с Российской Федерацией с 2014 года. Ну, вот после 2014. Ничего страшного, все те же на манеже. Точно так же, все как бы удивляются, вот, или там машут пальчиком, я был неоднократно свидетелем, мол, а что Да. это все в Крыму перешли на сторону России? А почему это на вот этих территориях, которые называют Россия новыми территориями, это захваченные в 22 году, вот южные земли, почему там СБУшники, менты все как бы перецепили шевроны? Да ровно потому же, что и в 2014 году, во время там Майдана, да, который там все нормально, потягал этот музычка, этот Сашко Билый, этого прокурора за галстук, все, этот прокурор спокойно потом служил дальше, ну, условно, при новой системе и схеме. Поэтому, как бы вы так говорите, что это такая проблема. Я же еще раз говорю, смотрите, вот Да. хаос, вот это все, вот будет гражданское, да не будет. ТЦКшники, вот эти, которые людоловы, там же просто есть разные ТЦКшники, которые разными секторами занимаются. Некоторые реально хоронят Да. солдат, там, помогают семьям. Они пойдут в менты, ну, например. Да, и будет, вот укрепят ментов, друг другу как бы попереливают вот этих товарищей. Солдат пристроят к тем же ментам, к тем же госохране какой-то, еще чего-то, отправят в ЧВК куда-то повоевать, кто не навоевался. Это все можно разруливать, и вы же это прекрасно понимаете. Вопрос только к тому, получается, кто на вершине пирамидона. Хорошо. Давайте тогда более болезненно и более глубоко. Заканчивается Великая Отечественная война. Красная армия освобождает территорию Украины, в том числе территорию Западной Украины, и приходят во Львов, в Тернополь, Ровно, приходит советская власть. Приходит советская власть и говорит, что вот мы в 1939 году уже присоединяли вас, мы у вас тут были, значит, мы же нормальные. А вот сейчас война, да, есть немножко другие правила жизни, но все равно мы будем сожительствовать абсолютно нормально. Советская власть и галичане, мы найдем общий язык. Что сделали галичане, что сделали волыняне в массе своей? В массе своей они приняли советскую власть. Но было несколько десятков тысяч людей, которые начали бороться, сражаться. Их называют бандеровцами, хотя они там тоже разных мастей. И вот эти люди еще десятки лет сражались. Потомки этих людей
сейчас не то, что у власти, они и есть власть. Они говорят, вот помните, было так вот, значит, а сейчас будет по-другому. Как по-другому? Вот как по-другому? Тогда с ними разбирались концлагеря, тюрьмы, но потом их освободили всех, и они приехали и жили в Львовской области. Я об истории. Теперь, а вот остальная масса людей в селах, Тернопольской области, Черновицкой, Волынской, как говорили люди, слушайте, мы сначала не поняли, кто эти коммунисты, мол, типа, запретили нам в церковь ходить, значит, колхоз нас отправили, но потом мы принорвались и нашли спільну мову. Вы говорите о том, что часть людей, тех украинцев, да, которые вот могут перекраситься, они так и поступят. Да, они так и поступят. Ну, слушайте, война была, теперь нас попутали, біс попутав. На самом деле русські не такі погані. И российская мова хай буде. Потихоньку, это я понимаю, и я знаю, как это сделать. Но вот эта каста людей, вы говорите, ТЦКшники, есть нормально, конечно. Потому что давайте вспомним, что военкоматы по-старому, они подчинялись главкому Залужному. Потом там был огромный скандал, что вот коррупция, вот это, сняли вот эти главкомов, назвали ТЦКшниками, и на место старых военкомов поставили людей из фронта. То есть честных, заслуженных. Поэтому те люди из фронта, которые остались честными, они хоронят солдат, да, они молодцы. Но есть часть людей, которые, что называется, скурвилась, да, и они точно так же берут взятки, берут. То есть, понимаете, эта система себя возродила для того, чтобы четко понять, как вот с этими ребятами говорить, как с ними договариваться. Это есть два способа. Еще раз. И либо делать так, как они делали, да, выдавливать их со страны. Они же выдавливают всех из страны. Они же выдавливают за веру, за язык. Просто выдавливают. Значит, их тоже нужно выдавить из страны. Либо один раз в жизни, украинское, то, что говорят народ, нация. Я не люблю слово нация. Народ, люди. Должны сами в первую очередь себе сказать. Итак, первое условие. Мы Палестина, и, возможно, нас не будет. Возможно, нас не будет ни как людей, ни как страны. Если мы хотим найти выход, мы должны найти выход внутри себя. Мы должны сказать этих людей, которые зверствовали, посадить в тюрьму, ответственность. Не надо никого убивать. Ответственность, причем публичные процессы устроить. А с остальными договориться о сосуществовании. Это, я знаю, как это делается. Но вот вопрос вот в чем. Верхушка власти, которую вы сказали, вот это главное. Верхушка власти. Слушайте, неужели Ермак, Зеленский, другие ребята там, которые вот раньше ходили по Киеву, смешили людей там, были вроде бы нормальные такие, как и мы, вдруг они изменят свою ситуацию, поменяются. Нет, они не поменяются. Их нужно изменить. И нужно изменить власть. Вы еще задали вопрос. А если идеи и люди, которые способны это делать? Я вам скажу, что не буду вам вещам, например, вам лично закидывать, да, но Кость Бондаренко, который является частным гостем вашей передачи, очень большая умница. Я читаю его. Слушайте, человек опытный, человек образованный, человек понимает, эрудированный. Есть другие ребята, которые заходят к вам, которые говорят об этих идеях, проговаривают их, да. На первый взгляд могут казаться, что эти идеи не работают, но это на первый взгляд. То есть вы один из тех, кто, в частности, вот как журналист и специалист, уже формируете, собираете вокруг вас мнение людей разных, на разном языке разговаривающих, разные темы обсуждающие. Но эти же люди могут набрасывать и дальше идеи. Если есть еще какие-то центры в других местах, там, не знаю, журналисты, блогеры, где эта тема проговаривается, где набрасывается идея, вот, мне кажется, где нужно искать идеи и людей. Если политики, украинские политики, которые могут сейчас объединить, ну, знаете, я не хочу называть фамилии, потому что есть такая очень плохая вещь. Я ее услышал не так давно. Она плохая вот в чем. Кто-то сказал, так мне в ухо, так мне в мозги эта тема зашла, что украинцы, убивать украинцев должны украинцы.
Еще раз. Убивать украинцев должны украинцы. То есть есть люди, которые считают, что должна прийти какая-то сила и начать уничтожать и власть украинскую, и тех людей, которые вот всю вот эту вот кашу заварили, и которые сейчас истребляют все русское, все православное и так дальше. Я вот против этих идей. Я вот против того, чтобы люди набрасывали вот такие темы в общество, да, что мы сейчас придем, вот мы придем, и мы со всеми разберемся. Тех повесим, тех в тюрьму посажаем, тех убьем. Это не нужно делать. То есть я точно против этих идей. А вот какие, еще раз говорю, вот, пожалуйста, даже ваши гости вашей студии абсолютно адекватные и набрасывают эти идеи. Да, Василий Вакаров был моим собеседником сегодня. Знаете, это такой, наверное, тяжелый вопрос, к которому будем неоднократно возвращаться. Вопрос поиска. Вот, знаете, казалось, что есть какая-то вот трагедия, ну или какой-то щелчок, который может все изменить. И вот эта война, это, может быть, и был бы вот этот щелчок, который изменит там народ, изменит страну. Но, блин, не стала даже война вот этим спусковым крючком каким-то таким изменением. Она только усугубила все вот эти пороки. И люди, которые просто видят и читают, ну там, следующие последствия, да, следующие ходы, следующие моменты, следующие варианты. Они же смотрят и Конечно. думают, елки-палки, так надо останавливать, надо вернуться там назад, на вот тот перекресток, который мы прошли, и вот Конечно. немножко дать, как пускай это будет, ну, бешеной собаки не крюк. То есть можно, собственно, ничего страшного. Потому что, ну, на самом деле, вот если так подумать глобально, все же такие глобалисты, все же так любят мир, глобально мир меняется, идут такие очень серьезные тенденции, развивается. Вот искусственный интеллект, всякие, скажем так, а у нас тут зациклилось развитие только на развитии оружия, например. Или, например, вот, знаете, есть там, например, предложение, а давайте сделаем какой-то, ну, там, портал электронное, там, что голосование, какие-то там референдумы или каким-то Да. образом. Вот это есть такие идеи. А люди говорят, нет, вы что, это украдут наши данные. Так он слили все, 20 миллионов Да. в ди, и все слито. То есть, а чего ты переживаешь за свои данные? Нет, есть люди, которые переживают, это действительно чувствительная информация. То есть, человек становится вот за идеей, когда превозносят человека, да, на вершину, ну, это в том числе идея глобализма, гуманизма, все для людей, вот мы, граждане мира, Да. все остальное. Понимаете? А этот человек под этой идеей оказывается просто там хуже блохи элементарной по своей значимости для процессов. Вот какой парадокс. И мы в этом тренде еще и воюем, еще и убиваем друг друга. Я вам скажу, Саша, что вот включили Верховную Раду, да, заседание Верховной Рады, мы еще не мощно, но вот мы это все будем видеть. И там мы увидим себя. Там мы все увидим себя. Вот то, что вы говорите, что даже война не поменяла. Ну, вот элита. И они, даже те голосования, которые были, мы увидим себя. Нам не понравится то, что мы увидим, потому что ну, не нравится. Это же честно, это же правдиво. Я хочу еще такой пример привести. Вот Америка, и в связи с этими событиями, я вот разговаривал, я уже говорил, что общался со своими знакомыми, что они мне рассказали, еще вот какую вещь. Значит, в Соединенных Штатах Америки программу пребывания украинцев, вот эта программа, да, называлась, ее закрыли. Ее закрыли. То есть программа для украинцев, которые сбежали от войны в США, закрыли. Ее нету. Есть там какие-то другие, пытаются. И очень многих людей, вот наших сограждан, они зависли, они в положении непонятности. Что им делать, как им делать, возвращаться на Украину. В Европейском Союзе и Британии не такая ситуация. В Европейском Союзе все-таки продлили эту программу или программы, которые внутри стран Британии продлили. Но почему я затронул вот эту тему? Украинцы, которые выехали, сбежали от войны, они разделились на две части. Одни, которые хотят там остаться, которые не видят будущего в Украине. Вот ключевая фраза. Они говорят, мы не видим будущего на Украине. Ни для себя, ни для детей.
этих людей, это миллионы людей, так приняли решение. Вторая часть, они колеблются, возвращаться на Украину, остаться там, кто-то хитростью, кто-то разные мотивы здесь. Смотрите, даже там украинцы разделились. Что касается украинцев, которые внутри Украины, да, тяжелый термин, но тем не менее, они тоже, и они говорят, мы с Харькова приехали во Львов, мы хотим разговаривать на русском языке, потому что это наш родной язык. А когда им во Львове говорят, вы русские, вот идите в Харьков, пусть вас русскими ракетами вас убивают. Чего вы сюда приехали? Это самый главный лейтмотив того, что на Украине живут разные люди с разным менталитетом, с разной исторической памятью. Это все мы понимаем. А то, что вы сказали центровое, такое впечатление, что мы идем по кругу. Мы как бы вроде бы вышли с какой-то точки А, идем в точку Б, а потом как-то смотрим, через какой-то период мы снова в точке А. Как бы мы движемся по кругу или по спирали. И впечатление такое, и у меня есть, что как будто нами кто-то руководит, заставляя нас самоуничтожаться и пуская нас по кругу. С этого круга нужно вырваться. А с этого круга можно вырваться только одним способом. Ну, мы часть момента проговорили. Есть еще один способ. Мы должны отказаться от внешнего влияния в любом виде. Вот в любом. Какая бы ни была хорошая Америка, как бы мы не заключали соглашение столітнє з Британией, не говорили бы, які поляки зараз треба їхати до Польщі. Нужно просто честно посмотреть на себя и сказать, мы можем строить или выстроить отношения только сами. Никакие глобалисты, никакие новые технологии нам ничего не дадут. Технологии как инструментарий можно взять. И когда вы говорите об идее Мураева, да, вот, ну, вы сказали, вот это вот голосование, там, народное управление, может, кому-то это не нравится, но человек вправе предложить. Ты не хочешь, не принимай там участие. Вот не надо отрицать то, то есть тебе не нравится, извините, я не хотел говорить о личностях, но тебе не нравится там, там Новицкий, или тебе не нравится Мураев, или тебе не нравится Медведчук, или тебе не нравится еще кто-то, да, значит, это враг, это враг, это враг. Послушайте, это такие же люди, как и мы, и нужно дать им вариант, шанс, и предложение их нужно слушать. Вот где я бы находил ключик к тому, что называется будущее Украины. Разные мнения разных людей – это не враги, это не плохие люди, это такие же, как и мы люди. Нужно их услышать. Вот такой рецепт. Да, ну и вы знаете, тут тоже такой парадокс, смех смехом. Ну, первое, что отталкивает от этой идеи, понятно, ну там анонимность вопрос, это сейчас опасное время очень, да, ну это понятно, приложение там и так далее. Да. А другой момент, ну подождите, анонимность, все обо всех известно, данные сливаются, это был скандал, они сейчас все засунули в один реестр по закону Верховной Рады, вообще можно легко тыкнуть кнопкой на человека, и у тебя будет все, там, где родился, где крестился, какую расписку написал, у кого денег занял, кому отдал, какие кредиты брал, какие, ну, в общем, все можно узнать. И это все как бы доступно. А другой-то момент. А власть же Зеленского, Федоров с Минцифрой, сколько носились с этими идеями, а давайте голосование в ДИИ запустим, а давайте вот это вот все. То есть, понимаете, тут как бы тоже есть такой момент, любимое выражение такое, их же салом, да и по их же сусалам, понимаете, вот так и получилось. Василий Вакаров был моим собеседником сегодня, спасибо за время. Да, Саша, но смотрите, спасибо. Да, пожалуйста, вы хотите закончить мысль? Смотрите, есть, например, общество в Германии, оно развито, оно такое, которое есть. И туда поехали миллион украинцев, они говорят, елки-палки, смотрите, немцы хорошо живут, но они стучат друг на друга. Вот все стучат, просто стучат, перестукивают. У них горит даже система такая. Если ты заложил соседа, тебе денежку дают там, значит, анонимно. Я говорю, ну да, это немцы. Вы хотите так жить, как немцы? Не-не-не, мы хотим, чтобы так было хорошо, но не стучать. Слушайте, вот эти темы, это вживую, это то, что называется, люди проходят, да? Я бы так жил, але чтоб не так. Я говорю, подожди, а ты вот стучал когда-нибудь?
Ну, как стучал, говорит, я заявление писал, или могу сказать. Ну, так здесь просто-напросто нужно открыться самому себе, сказать, мы строим общество честное, чистое, давайте так, давайте с этого начинать. А что касается реестров, Саш, я работал в аппарате секретариата Кабмина, у нас было подразделение антикоррупционное, и мы пытались понять, разобраться в реестрах Украины на 2010, 2011, 2012 годы. Их было очень много, и их создавали разные люди, разные фирмы. Кто-то создавал реестры для Минюста, кто-то для Минфина, кто-то для этого. Даже в ГАИ, в системе ГАИ, реестр там в Киеве и реестр во Львове создавали разные люди. И реестры в Киеве, и реестры в Львове могли видеть только начальники, которые там живут. Не обменивались. Это, я к чему? Коррупция была такая, что я владелец реестра, и я могу только пустить того, кого я пускаю. Ну, много можно говорить. Теперь идея, а давайте мы соединим все реестры и создадим один. Вы сначала защитите, вы сделаете... На Украине никогда не делали хорошее программирование. Всегда делали вот это вот софт, то есть железо, да, а внутри никого не пускали. И поэтому то, что сейчас сделали и слили, в этом и была цель. Данные собрать и продать. Но так это, с другой стороны, это делают, это практически во всем мире сливается информация. Ну, тут, скажем, палка с двух концов. Либо вы делаете и защищаете, либо если вы не можете, тогда лучше не делайте. Не берите вот этого глобалистов, что вы не можете. Не все, что есть в Америке, хорошее. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Напишите в комментариях, что думаете. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого. До свидания.